Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. 21 апреля 2022 года. Рассада уже даже вот без различных подкормок. У нас была перевалка, 2 перевалки после высадки из маленьких таблеточек вот этих торфяных. Ну и вот такая вот огромная сейчас высота. У них уже 40 сантиметров. У некоторых даже было больше. Вот. И уже даже цветут. Мы это все равно оставляем. Обрываем все, обламываем аккуратненько все листики, которые снизу. Пасынки тоже убираем, которые снизу. Вот они здесь у нас. Чистыми руками даем время, чтобы они подсохли, вот эти раночки, и готовимся к посадке рассады томатов в теплицу. Итак, нам снова же, мы с осени заготовили, нужны кормовые дрожжи 1 к 1, мука рыбная, борошно рыбное, а также мука мясо-костная. Это очень хорошие кормовые минеральные добавки для всех видов животных и птиц. Мы покупаем в магазине для животных. Ветеринарная помощь. И вот это все по 1 килограмму мы сейчас засыпаем в таз и готовим вот это прекрасное удобрение. Натуральное удобрение для того, чтобы получать качественные, экологически чистые плоды. Это питание очень нравится растениям. Мы уже это испытали. И так засыпаем таз. Вот она. Сначала рыбная мука. Ну, не имеет значения, в каком порядке это делаем. Высыпаем. И кормовые дрожжи. Это уникальная штука тоже. Хорошая. Здесь у нас тоже питательные вещества очень хорошие, и они сделаны на вот этих кормовых высевках, так называемых. Вот так вот. А теперь обязательно нужно все это перемешать. Вот она такая консистенция. Вот. Здесь есть весь набор нужных питательных веществ, и причем растения, вот если минеральное удобрение сыпят люди под растения, то они сразу или что-то берется, если это не в правильный день используется, то выносится в почвенные воды, в почву. А эти удобрения долгоиграющие, сколько нужно растению, столько оно берет. И практически за весь сезон растения пользуются вот этим питанием, которое мы сейчас готовим для посадки наших овощных растений. Кроме вот этого букета экологически чистых удобрений, нам еще нужен обязательно трикальций фосфат. Это снова же с ветеринарной аптеки, с магазина для животных. Трикальций фосфат очень нужная вещь для того, чтобы растения не болели потом. Это хорошо для баланса. И еще используем вот такое удобрение курлык. Комплексное удобрение, комплексное доброго на основе куричьего последу. Куриный помет. Здесь тоже очень хороший состав. Здесь есть, смотрите, какие составляющие очень ценные. И самое главное, видите, кальций, сера тоже очень-очень нужная. Магний, железо, марганец, цинк. Ну и pH очень хороший для томатов. 7,5 единиц. Вот это все вместе мы приготовили. Теперь смотрите, наши помидоры очень большие. Это посев февральский. Было несколько растений январских. Мы уже их посадили. Мы сейчас вам все покажем. Вот теперь готовим к этим посадке сами помидоры. Я оборвала, обрезала вот эти все листики нижние. Сегодня, кстати, у нас 22 апреля. И часть мы 21 посадили вечером. И сегодня досаживаем томаты. Обрываем, это козерог, можно спокойно обрывать, ранки засыхают и растения не подвергаются заражению грибковыми заболеваниями. Естественно, чистыми руками все это делаем и готовим томаты. Ну и есть особенность посадки в этом году, из-за того, что они вот такие большие уже.
И температура уже установилась в теплице. Почва у нас прогрелась до температуры 22 градуса. Поэтому мы сегодня уже будем завершать посадку томатов в нашей теплице. Ну что ж, сейчас надо обязательно натянуть веревочку и очень красиво, ровненько все посадить. Через пару секунд вернемся снова к нашей посадке. Веревочку натянули, отмерили от стеночки 40 сантиметров. У нас должно быть так, мы по нашей технологии. И готовим сейчас под посадку ямы. Так как они у нас очень высокие, нужно будет в длинку. Сейчас вам все покажу и расскажу, как я буду делать. Итак, у нас здесь есть. В углу мы уже высадили. Значит, мы можем где-то здесь вот высадить томатик для того, чтобы они могли нормально себя чувствовать. Вообще между растениями будем высаживать 50 сантиметров. Вот 50. Так, 40 сантиметров у нас от стеночки. И 50 сантиметров у нас будет между растениями. Вот, отлично. Вот здесь должен быть помидорчик. Ну что, будем делать ямку. Влага есть в почве, поэтому мы стараемся при посадке не поливать. Вот. Что делаю? Сейчас сюда, чтобы все перемешать, добавляю. Здесь у меня 470 миллилитров объема вот этих удобрений. Здесь мясо, костная мука, кормовые дрожжи и рыбная мука. И вот по этому периметру, где будут расти корни, я вот это здесь рассыпаю. Столько же ставим турника, даже больше, получается полкилограмма. Тоже снова же не на одном месте, а вот где образуются корни, корневая система. Так, и обязательное условие для того, чтобы корневой гнили, не корневой гнили, для корневой гнили у нас будет позже другой препарат. А здесь мы против вершинной гнили используем вот этот трикальций фосфат. Ну вот на этот объем беру столовую ложку и рассыпаю вот здесь. Чтобы заранее до жары растения уже имели возможность использовать вот эту важную добавку. И теперь вот таким образом хорошенько все это внедряем в почву, где у нас будет высажен помидорчик. Эти удобрения должны остаться именно здесь. Потом корни разрастаются по всему периметру. Если насыпать чисто под корешочек, то корневая система так и останется на том одном месте. Мы, когда уже собираем урожай осенью, копаем всю вот теплицу, у нас здесь все абсолютно затянуто корнями. Вот, потому что в течение зимы мы там, где дорожки, рассыпаем, заливаем остатки из кухни. Осенью мы сюда сделали такую очень хорошую операцию. Мы закопали солому вместе с триходермином. Здесь уже триходермин есть, работает. Вот. И, естественно, у нас тут все удобрения, все уже очень хорошо заправлено. Если просто на голую землю посадить, то, естественно, не будет нормального урожая. Ну что, теперь можно делать наконец-то ямку. Смотрим, помидорчик. Вот еще один листик остался, надо его убрать. Вот. Оставляю, кстати, вот видите, сейчас увидите, как я высаживаю. Оставляю один пасынок, потому что мы будем вилочкой выращивать. Посмотрим, если этот... возьми своей рукой чистенькой, отломай. Вот. Вот этот. Вот так. И мы вот здесь сейчас посадим, и у нас будет вилочка. И потому что мы между растениями 50 сантиметров, для вилочки это шикарно получается, и хороший урожай, и не очень крупные томаты. И мы, естественно, будем собирать и в банке что-то закрывать. Это у меня малинка Стар. Высаживаем томаты. Мы сеяли в этом году Белфорд, Мейшуай, Фенда, по-моему, да, Фенда немножко, и несколько семян малинки Стар. Вот сейчас вот мы их здесь, в этом месте, высаживаем. Итак, я хочу еще раз посмотреть, где у меня 50
сантиметров от растения. Вот здесь будет голова. Значит, мне нужно здесь ямку выкопать. Вот для этого томата практически вот везде и всюду. О, кстати, видно соломка. Видите, мы много соломы закапывали. Вот остатки еще есть. И помидоры очень любят летом. Вот это все есть. Питаться этим. Вот так вот. Сейчас я себе значок положу. Здесь будут у нас, будет вверх голова томатика. И потом при поливах еще триходермин. Потом первый полив мы всегда делаем очень важный, так как сегодня у нас козерог, а далее водолей. Мы не поливаем в эти дни. И что происходит? Сейчас покажу. Корни будут искать воду. Да, в почве есть влага. Так. Заранее было полито. Вот подписано Малинка Стар. Ну что, корни, смотрите, какие хорошие. Они уже выбрались. Конечно, большая рассада. Причем, кстати, спрашивают меня, с чем подкормить, чем полить. Ничем не подкармливала, только поливали изредка. И даже при этом, о, смотрите, какая корневая система. И при этом они растут, они уже в теплице у нас больше недели живут, адаптировались даже дней 10, адаптировались к этим условиям. Здесь двойная теплица, было даже холодно. Они нормально себя, видите, чувствуют и растут. Темно-зеленые, красивые рассада. Так, теперь, видите, чем хорошо, я когда их высаживала, пересаживала из пикировки, я все время на одну сторону. И вот эта сторона, вот она очень хорошо у нас будет. Итак, нам надо вот сюда, видите, где помидорчик будет. И теперь вот эти удобряшки, немножко вот этого, все это мы вот так закапываем, заделываем. Потом поливы будут, и эти поливы будут тоже служить. Вот эти удобрения будут растворять. Вот смотрите, как это все хорошо будет. Еще вот здесь соберу все удобрения тоже. Получается, удобрения и здесь остаются, и вот над корнями. И здесь, кстати, будут образовываться корни дополнительные. Ну что, сейчас вот так выравниваю. И вот уже посадка первых томатиков у нас завершена. Ничего здесь больше не прижимаю. Здесь будет полив. Легко вода будет впитываться. Первый полив, мы о нем обязательно расскажем. Это у нас уже много лет и очень хороший результат мы получаем при этом поливе. Ну вот и завершили мы посадку томатов в этой теплице из поликарбоната. Вверху у нас, если будет холодно, мы снова же на вечер опускаем пленку. И у нас повторяется, делается вот еще одна теплица внутри, своеобразная. Ну и здесь вместе с томатами растут те растения, которые посажены и посеяны позже. И томаты вот уже готовятся к тому, чтобы дальше расти. Ну и последующей подкормочки. А подкормочку мы будем проводить через несколько дней после знака Водолей. Пусть в это время сейчас корни ищут влагу, начинают трудиться, иначе они будут лентяями. Привыкли вот так только в одном месте брать питание. Вы видели, что мы им подготовили. У них есть что уже, к чему стремиться и что есть на долгий период. Вот такая у нас сегодня тема. Мы завершили посадку в этой теплице томатиков. Ну, предстоит еще посадка в той теплице. Несколько десятков растений, но других. Ну и досадка еще будет томатов там немножечко. Раиса Греченко, Александр Волик завершили посадку томатов в этой теплице. И прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Всем здравия, мира, благополучия и добра в вашей жизни. Пока-пока.